Напишем портрет Мусоргского по картине Репина. Сделаем такую вольную копию, обучающий урок, в котором покажу, как я напишу портрет. Замешиваю изначально такой коричнево-оранжевый цвет. И нахожу основные формы. Начинаю с силуэтного пятна. У меня будет просто голова, у меня не будет точная композиция, у меня будет просто увеличенная голова Мусоргского. Потому что остальное мне не интересно. И тут закрываю просто это все пятно цветом. Вот, закрыл цветом силуэт. Фон закрывать не буду, потому что он практически белый. Можно его оставить таким же. То есть у нас есть сейчас вот пятно примерное, да? И дальше из этого пятна, что самое простое можно найти? Мы можем найти самые контрастные вещи. Это отделяем волосы от головы. Здесь замешиваю немножко и черного, чтобы более грязный был. Вот даже уже на этом этапе можно видеть композицию, как она будет. Нравится, не нравится. Если не нравится, передвигать куда хочется. Влево, вправо, больше, меньше. Вот, ну вот. Вот по сути у нас композиция. В целом мне нравится. Пойдем дальше. Может быть, чуть-чуть передвинуть в бок. Это вот, например, немножко убрать. Тряпочка, инструмент не менее важный, чем кисть. Мы ей корректируем какие-то неточности. Вот так, наверное, даже лучше. Теперь находим прям этой же грязной кистью. Если она в жидких красках была, она не сильно, значит, замазана в краске. Я прям этой же кистью замешиваю желтый, красный, белый. Получается такой цвет. Пробую его. Для теневой стороны вполне хорошо подошел. Я теневую сторону закрываю. Немножко сюда в глазную впадину слева тоже захожу. Нос у меня классный, вообще красный. Так, ну вот теневая сторона есть. И теперь светлая часть тоже этой же кистью. Мне же видно, да. Замешиваю посветлее. Желтый, белый, красный. И цветовую часть нахожу. Ухо тоже, но оно немножко красное, более красное. Так, по композиции опять прищуриваюсь, смотрю, что, где, как. Как-то вроде более-менее. Пока еще контраста не хватает, чтобы хорошенько понять это. Немножко, может быть, лоб повыше. Вот смотрите, у нас есть более-менее темный, есть средний тон, есть светлый тон. Уже понимание есть, что и как. Можем для фундамента такого заложить вот этот вот розоватый ворот, видимо, халата. Опять же, когда я прищуриваюсь, видно лучше расположение пятен, тональность пятен. Отходить почаще подальше, смотреть. Очень важно тоже. Вот у нас есть, да? Сейчас у меня голова кажется шире, чем у него. Но это мы будем сейчас уже волосами править. Опять намешиваю коричневый. Смотрите, у меня коричневый, черный. Здесь два коричневых. Марс темный, коричневый, прозрачный. Темный, коричневый, прозрачный. Умбра ленинградская натуральная и черный. Черный сажа жженый, по-моему. Они у меня практически все в один цвет здесь уже замешаны. Не сильно прям важно, особенно на этапе подмалевка, какой больше использовать, какой меньше. Если вы чувствуете, получается, слишком теплый цвет, добавляйте больше холодных, там, синего. Если слишком холодный, но добавляем больше, а нужно теплее. Добавляем наш красный, желтый, оранжевый, либо розовый. И, собственно, получаем тот оттенок, который нам нужен. То есть не сильно важно, какие вы краски используете, важно, чтобы вам понимать, что вы хотите получить. То есть вот я сейчас, у меня теплый слишком цвет, а мне уже холоднее. Я синего добавляю, даже немножко желтого, чтобы в зеленоватый оттенок ушел. И сюда добавляем.
И вот он уже похожий. То есть здесь просто надо понимать суть, какой оттенок вам нужен. И эти оттенки можно получить разными способами. Так, а вот я волосы более-менее по контрастам нашел, по тону. И бороду, усы. Усы здесь, вот, например, пооранжевее. То есть я беру оранжевый и сюда вмешиваю. У нас получается он пооранжевее. Кисточку большую использую Флейт 40. В данном случае 40, по-моему, да, 40. То есть 4 сантиметра в ширину. Вот даже можно такие вещи делать. Большая, в начале по-любому нужна большая кисть. Маленькой кистью очень сложно такие вещи делать. Тень под носом, глаза нахожу темными, несмотря на то, что они могут быть светлыми какими-то там и так далее. Все равно глазные впадины нам нужно затемнять. Понятно, бывает освещение разное, но я говорю про большинство, как бы про естественное освещение. Когда у нас глазные впадины все-таки в тени. Так, и вот потихонечку нахожу. Пропорции, смотрите, здесь, ну, во-первых, когда вы работаете через пятна, вы просто сопоставляете размер пятен между собой. Даже не зная пропорций, вы можете найти то, что нужно. И второй момент, есть прям самые основные пропорции. То есть там много есть всяких вещей, но люди разные, и у них пропорциональные соответствия разные. Но есть вещи самые-самые такие глобальные. То есть от основания роста волос до бровей, от бровей до основания носа, и от основания носа до подбородка примерно одинаково. У него в данном случае похоже, действительно, то вот эти три части, поэтому мы на них ориентируемся. Если не похоже у человека, которого вы рисуете, соответственно, у него смотрите, как у него какое соответствие. И делайте так на холсте. Так, вот сейчас немножко вытягивается лицо. Чем дальше мы двигаемся, тем больше будет понимания по поводу точности. То есть я сейчас вот не стремлюсь сразу же точно знать, где у нас глаза, сразу точно знать, где там у нас ухо. Но хотя оно у нас и так в целом уже определяется постепенно, само собой вообще. Так, смотрите, какие важные вещи сейчас нужно учесть на этом этапе. Ну, понятно, основная пропорция ширина, высота, потом наклон, обязательно, чтобы у нас сохранился. У нас наклон похож сейчас, может быть, чуть-чуть даже еще больше. Еще можно немножко вот так вот волос взять, вот синего прям беру, желтого, и вот этих вот цветов подобавлять сверху. Я прям сделал вообще впритык по композиции, чтобы максимально была большая голова. Мне так нравится, мне так устраивает. В данном случае вы должны понимать, чтобы у вас было по композиции, по цветам так, как вы хотите, а не так, как получилось, и потом соглашаться и говорить, ну, мне так устраивает. Так не пойдет. Вы должны управлять процессом на 100%. То есть делать так, как вам хочется, так, как вам нужно. Так, ну смотрите, вот это уже неплохо. Давайте заложим фон. Он, в принципе, практически такой же, но немножко мы его сейчас попачкаем, чтобы он не был совсем прям белым. Будет таким, как он в оригинале. Замешиваю грязный цвет, сильно темный сейчас получается. Я на другой сейчас площадочке здесь замешаю, где у меня чистое место есть. И пробую. Вот смотрите, такой пробую цвет. Грязный слишком, да? Беру, значит, больше белого. И там немножко есть намек на розовинку какой-то. Я закрываю. Лучше я закрою потемнее, чем посветлее, потому что... Хотя, кстати, может быть, здесь и не лучше будет, если я сделаю потемнее. Короче, я сделаю так, как предполагаю, что будет точно. Но с учетом, пусть, условно, будет, если чуть-чуть темнее, я потом всегда высветлить могу. Хотя, если и будет светлее, то я всегда затемнить могу фон, это не проблема. Именно в самом портрете важно сделать лучше в начале темнее, потому что высветлить всегда проще. Объемы будут больше читаться, чем если у вас будет сделано темнее. Если вы сделаете все светлее, это будет все блекло и сложно исправить. Ну а по поводу фона, в принципе, можно как угодно делать. Это не сильно сейчас принципиально. Вот, да, сейчас он у меня темнее, но давайте попробуем сейчас сразу его сделать каким надо. Беру просто много белого. И вот если мы приглядимся, у него где-то здесь есть побелее на фоне.
Он контраст как усиливает, как будто бы. А здесь тоже побелее. Какой-то такой у него светло-серый цвет и немножко холодный с розовым, как будто. Сейчас его и добавим. Бирюзовый, розовый. Тип такого, короче, у меня цвета. Более-менее. Пусть будет пока так. Меня это вполне сейчас устраивает, этот контраст. Так, возьму другую кисть для того, чтобы мне заложить еще одежду получше. Одежда у него такая какая-то зеленоватая, коричневая. Типа такой. Да. То есть я замешал просто коричневый, синий и желтый. И немножко смешал с тем, что есть. Может быть, даже красненького. И вполне цвет такой пригодный. Прищуриваюсь, смотрю, у меня ворот доходит практически до рта. Вот так, наверное. А потом идет плечо. То есть как будто ниже. Здесь как-то так, наверное. Опять же, это все будет правиться. Нам главное сейчас закрыть белый цвет, чтобы он нам не мешал. Вот этот белый внутри тоже сейчас сразу находим. Вот, у нас есть уже подмалевок, на который у нас ушло 12 минут. Это очень много. Я думал, минут 5. Не быстро идет он у меня, хотя я считаю портрет такой довольно-таки легкий. Не, легкий в том смысле, что он понятный. Когда пишешь портрет с рисунка, с чего-то, ну, с картины, он все-таки понятнее в том смысле, что у тебя уже показаны цвета. Так, уточняю сейчас вот эти вот общие размеры. У тебя есть цвета, и это упрощает поиск этих цветов, потому что они понятны. О, смотрите, у меня подбородок сейчас такой большой, а у него он небольшой. Как мы сейчас дальше поступим? Теперь уточняющее движение пошло. Уже кисточку беру поменьше, это у меня 20-ка. Замешиваю цвет светлый, через контраст идем. Желтый, белый, красный. О, вот это прям такой холодненький желтый, хорошо получился, немножко с краснинкой сверху здесь. И вот знаете, так вот прям как сканером таким сверху вниз иду. Поярче чуть намешал. И уже начинаю точнее закладывать и цвет, и форму. Нос смотрю, где. Здесь он и есть, переносится. Здесь свет. Вот здесь идем дальше. Так, кожа у него шикарный цвет. Вообще, в принципе, эта картина мне очень нравится, поэтому я ее и захотел сделать обучающий урок по ней, потому что просто хочется ее написать, попробовать себя в поиске этих цветов, этих форм. Цвета тут просто космические. Я когда ее увидел на выставке, это я рисую сейчас по своей фотке с телефона. И я прям вообще обалдел. Это прям по технике, по цветам, то, что я очень люблю. Вот, а смотрите, прям вот в чем прелесть срисовывания с картины. То, что там оттенки видны разные, интересные. Вот, например, здесь немножко как фиолетовый оттенок здесь есть. Здесь там по краям тоже какие-то оттенки. То есть я потихоньку прям уже начинаю прописывать все более детально. Вон там, смотрите, где нос, зеленоватый оттенок вот здесь есть. Это прям вообще красота. Обычно я пытаюсь разглядеть это на фото, и это довольно-таки, ну, в большинстве случаев я немножко усиливаю, придумываю, а здесь это все есть. То есть ты просто смотришь и делаешь. Это очень круто. Так, красненький. Выписываем. Можно, в принципе, сейчас немножко уже в глаза заходить. Беру какой-то серый и пытаюсь найти. Раз. Наклон сохраняем. 2.
Эту же что ли кисточку или другую взять поменьше. Возьму еще поменьше, это у меня 16. И глаза поищу. Вот, получается потихоньку, я их даже начинаю уже так прям рисовать. Вот, на этом этапе сильно не нужно. Главное найти темные вот эти вот, ну и немножко можно светленького для объемов. И все, сильно много не надо заходить, потому что еще неизвестно, может быть они у нас вообще не на своем месте. Поэтому я вот их немножко наметил. Можно нижнюю веко еще. Вот желтый, белый, красный у меня, ну, наверное, даже желтый, красный и коричневый. Получается цвет теневой на коже. Вот, типа того. Уже не дают понимания, где находятся глаза, мы их представляем, уже смысла нет сильно их прям дальше прорабатывать. Дальше идем вниз просто. Тут нос у него шикарный, красный, я сейчас его... Красный кадмий и красный краплак, я их замешиваю вместе и получаю прям вот такой красный. Немножко там даже фиолетовенький, то есть еще синенького можно вот намек дать вот сюда. Но пока в основном можно просто красным заложить с беленьким. С оранжевеньким вот здесь. Нос рисуется в целом просто, если его упрощаете по формам. Например, у нас какая основная вещь? Вот эта часть нижняя тень, здесь сверху свет. В данном случае у нас он прям красный, но обычно он там в цвет кожи лица, и вот сверху верхняя часть обычно светлее. Но в данном случае у него не сильно прям вот этот кончик светлее, только блик есть. Он не такой красный, что кажется, что он даже темнее кончик. Ну вот пока в таком виде мне это тоже достаточно. Вот здесь цвет подобрал я в целом хорошо. Можно немножко еще притемнить вот по краю. Подбираемся к нижней части лица. Так, надеюсь, все, у меня микрофон работает, все окей. Подбираемся к нижней части лица. Щека такая у него большая. Усище пониже. Немножко начинаю уже опускать. Губы прям просто одним пятном желтый, красный, розовый, чуть-чуть коричневый и лепим. Просто пятном. Сейчас светловато. Беру еще темнее, коричневого больше, красного больше. О, типа того. И желтый добавляю в этот же замес. Получается у нас цвет усов, бороды. О, вот потихонечку что-то у нас начинает уже проявляться. Здесь у нас у него какая-то бородка седенькая. Усищики вот здесь вот в бок уходят. Так, вот ниже у нас получается подбородок меньше. Сейчас мы его округлим, вот, наверное, вот такой он примерно. И самое темное прям беру кусками черного, коричневого, красного. И прям вот, где мы знаем, что точно, например, там какая-то часть, борода, например, там можно больше сразу краски использовать. Где мы еще не уверены, везде тонким слоем работаем, чтобы это можно было легко потом доработать, исправить. Можно исправить и где толстый слой, взять просто тряпку и все убрать. Но зачем лишнюю работу делать, если можно ее делать последовательно? Так, ну там внутри, смотрите, есть и синий, и бордовый. То есть бородище прям такая очень разноцветная. Так, все записывает нас. Все записывает. 20 минут
это нормально, короче. Но могло бы быть и быстрее, конечно. Так, все, мы в целом прошлись. Теперь можно опять, ну хотя нет, сейчас бородищу еще дописать надо. Здесь желтенький есть. В этом вот, конечно, реально такая прелесть делать копии крутых работ. Вот именно для меня крутые работы, почему я, наверное, любимый художник Репин, потому что он делал крупно и очень попадание. У меня они живые очень картины, из-за чего? Нету замученности, прописанности такой вот прям вот, где там вот все прям зализано, как сказать, вышкурено. И в то же время очень точные цвета, очень живо, очень по-настоящему. И для меня такие работы это прям вообще вдохновение. Лоб сейчас огромный. Мы его сейчас уменьшим. Это нам в плюс, потому что для волос надо больше места. Волосы больше занимают. А очень круто посмотреть на камеру и увидеть, что в камере. В камере лучше видно вот по таким крупным вещам, нежели просто вживую. Потому что на камере, на маленьком экранчике, все, что вы отошли вдаль и увидели картину в целом. И, соответственно, если у вас нет возможности отходить далеко и смотреть на картину, просто записывайте на телефон или смотрите через телефон, и будет вам, как будто бы вы отходите возможности. Здесь вот какой-то холодный цвет, здесь вот выше тоже какой-то синеватый. Добавляем за ухом, ухо меньше. Вот эта часть, как будто у меня сейчас маловато. Потихоньку начинаю уточнять по формам. Не забываем, что мы пишем через пятна. Когда мы пишем через пятна, у нас нету абсолютной уверенности, что это точно. Это плюс в том плане, что мы не расслабляемся и не замучиваем какой-то участок один, прям глаз мы там вырисовываем, а потом бам, он оказался не на своем месте. И это печально. Вот чтобы этого не было, мы не забываем это, что у нас с вами все через пятна. И постепенно идет корректировка. Абсолютно нормально, когда вы пришли к этому этапу и увидели, что о, глаз вообще не там, губы там или лоб не там. То есть это нормально. Не надо думать, что если, например, вот я сейчас так сделал, довольно-таки у меня быстро получилось, это не значит, что у меня это получается, потому что я таким родился. Это потому что я делал это очень много раз. Я даже вот вчера писал портрет по другой композиции, когда у меня просто большое лицо на весь холст. И уже глазомер работает намного хуже, потому что он привык вот к такой композиции, как сейчас я делаю. Это вот прям тема, которую я делал очень много раз. И мне она очень легко дается по формам, по поиску, по глазомеру. А меняешь композицию, меняешь предмет написания, то есть там не портрет, а еще что-то. И уже глаз начинает сбоить, не так видеть хорошо, потому что привык к одному, а тут хоп, что-то другое. Вот, и соответственно, если вы это делали не 100 раз, не даже 50 раз, ну, очевидно, что будет получаться не так быстро, легко, играючи. Просто практикой вы можете это добиться. Смотрите, зелененький какой-то добавляю. Зелененький здесь. Я понял, что вот на этом этапе очень важно максимально закидывать различные оттенки, цвета, не ждать финиша, потому что сейчас это сделать легче, заставить себя прям взять крупно, накидать там цвета, которые прям яркие и так далее. Потом, когда что-то будет лишнее, вы всегда сгладите, уберете лишнее, но закинуть их надо, чтобы было живо, ярко. Вот, в хит еще так вот можно смазать, переходики сделать. Вот здесь тоже немножко убираем. Как-то меня прям это быстро утомило. Видимо, из-за того, что я много говорю. Писать портрет и говорить про него, это немножко утомляет. Потому что по-хорошему нужно быть полностью в процессе, не отвлекаться на болтовню.
Поэтому сейчас чувствую, прям немножко накатило, стало. Скорее всего, сейчас сделаю перерыв. Даже спокойнее стал говорить, понял, что я как-то прям с надрывом все это рассказываю. Делаю какие-то сейчас акценты и буду делать перерыв. Крупно накидываю. Так, ну можно сделать побольше глазных яблок. У него они такие большие глаза на выкате вообще. А сейчас, вот когда я их сделаю, уже будет видно. Они могут быть немножко не там. Сейчас, кажется, мне немножко надо выше здесь сделать глаз. И это тоже как будто выше еще надо. Вот, но чувствуете, если вы залипаете уже, какие-то сложности, уже там план не видите, просто сделайте перерыв, чтобы увидеть все в целом. Почаще, опять же, отходите. Так. 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 Ну, давайте еще губу нижнюю засветлим, и на этом пока хватит на этом этапе. Сейчас уже будет начинаться более тонкая, спокойная работа. Первый этап, он такой закидательный, как лопатой закидываем, чтобы разжечь огонь. А дальше уже спокойно уточняем, тоненько все так прорабатываем. Какой-то у него тут даже бирюзовый немножко есть на бороде. Но пока оставляю так. Первый этап, полчаса. Нормально. Итак, после небольшого перерыва, что нужно в первую очередь смотреть на портрете? У вас сейчас свежий взгляд, и, соответственно, вы можете увидеть какие-то вещи крупные, недочеты, то есть неточности. Не торопитесь идти в детали, потому что у нас еще они могут быть не на том месте, эти элементы. Поэтому в первую очередь смотрите по общим формам, по объемам и каким-то цветам, тонам, массам, например, на лице, которые еще не соответствуют, не на том месте находятся. Ну, например, самое первое, что мне сейчас бросилось в глаза, это блик на щеке. Он немножко смещается ближе к носу, вот сюда. Сам нос, мне кажется, чуть-чуть ноздри большеваты. Чуть-чуть их вниз сейчас нужно опускать. Типа вот так. И в него не хватает оранжевато-коричневого цвета. Намешали вот такой какой-то цвет и добавляем. А сверху верхушки не хватает розового. То есть пока как-то так. Пусть будет нос. Нос в целом неплохо. Теперь немножко вот здесь как будто бы шире. Ну, наверное, вот типа такого. А волосы немножко сместятся. Потому что у него вот эта часть, она довольно-таки большая, увесистая такая. Ухо вроде ничего. С этой стороны как будто, может быть, можно даже чуть-чуть убрать. Типа такого. По крайней мере, пока уберу. Потом посмотрим. Может быть, там вот эти волосики еще можно накидать. Хорошо.
с коричневым. Так. Хотел, пока помню, такую вещь рассказать. Начиная с осени я стал вести наставничество, пробовать вести наставничество. И это вполне оказался удачный опыт. В общем, какой запрос вообще, в принципе, у людей стал появляться? У меня есть онлайн-курс, и там много записанных видео, обучающих, подробных, где я рассказываю, что и как я делаю. Но в последнее время я замечать стал, что очень много людей начинают, 1-2 видео посмотрели, лучше, что может быть, это они еще и написали несколько картин по курсу, и все. И не слышно, не видно этих людей, перестают рисовать, может быть, какие-то происходят события, там, может быть, нет энергии, еще что-то. Ну и, в общем, они прекращают это делать, хотя они очень этого хотели, и если спросить, они этого очень хотят и сейчас. Но какие-то вещи их останавливают. Это много может быть, вещей. Кто-то думает, что у него что-то не получается, кому-то не хватает мотивации. Ну, в общем, я стал пробовать наставничество и понял, что в целом рабочая схема, в чем получается моя полезность. Я, во-первых, на связи всегда. Вы мне присылаете работу, я ее смотрю, вместе обсуждаем, показываю, где что бы я подправил, где что не так. Прорабатываем много всяких страхов, типа, ой, вот я там боюсь рисовать там то, это, у меня не получается, боюсь через пятна и так далее. И еще я делаю видео разборы по вашей работе. То есть, например, вы нарисовали работу по максимуму, как вы смогли. Ну, в процессе я там помогал, что-то подсказывал. Вот, но только подсказками сложно показать какие-то моменты тонкие, которые нужно там доработать, доправить. И я эту работу, фотоработы в планшете, показываю в планшете, как бы я ее доработал, как бы я ее исправил, показываю все вещи, снимаю это на видео. Это очень такой полезный формат, как я уже его опробовал. И, соответственно, если вам интересно наставничество, пишите мне в личку. Понятно, что людей много я собрать не смогу. То есть порядка 5-8 человек я максимум смогу взять на месяц. Поэтому будет интересно, пишите мне в личку. В Telegram лучше всего. Контакты обычно у меня есть в описании к видео. И там уже расскажу подробнее, что и как. Так, смотрите, волосы я в этот момент, пока рассказываю, более-менее доработал. Добавил немножко волос сверху. Добавил волос. Может быть, даже еще немножко вот так сюда. Может быть, даже здесь чуть-чуть больше. Вот, волосы вроде как более-менее похожи. Может быть, посветлее можно еще какой-то добавить сюда. Теперь переходим к глазам. Губы, кстати. Губы, я думаю, чуточку можно ближе сделать. Кисточки уже постепенно беру меньше. Я думаю, что немножко можно губу сделать выше. А нижнюю губу я бы тоже поднял немножко. Получается, вот где-то вот насюда, может быть. Типа того, я думаю. Тень под носом тоже немножко грубовато сейчас. Вот там вот под ноздрёй свет заходит вот сюда. Вот такие уже моменты, мелочи мы уже начинаем здесь дорабатывать, находить, улучшать. Дорабатывать вот такие мелочи, детали нужно только тогда, когда вы практически уверены, что это место находится в этом месте. А как в этом убедиться? Через пятна. Смотрим соответствие пятен, размеров. Есть, в принципе, возможность сделать это, перенести в планшете один ваш рисунок, совместить с портретом, сделать прозрачность, ну или обвести его и проверить так. Свой портрет, это тоже очень хорошо есть, я очень часто так делаю, потому что вы тренируете глазомер,
Но в то же время в процессе временами его проверяете и вычленяете какие-то вещи, с которыми часто ошибаетесь. Это очень, в общем, полезная вещь. Себя проверять, используя различные технические средства. Так. Глазам перейдем. Глаза всегда оставляю напоследок, когда я уже практически все уверен, что сделал везде все как надо. Я начинаю подходить к глазам. Так, нос еще раз смотрим. Неплохо. Вот единственное, вот эту, может, темную можно помягче сделать. Так, глаза. Глаза у нас немножко сейчас в разные стороны смотрят чуточку. Беру голубой. Чуть-чуть двигаю. Так, немножко, вот, мне кажется, слишком я его далеко завел. Тут можно оранжевеньким помягче сделать. Ресничный край. Беру еще тоньше кисточку. Это у нас размер 6. И глаза у него большие такие, хорошие. Верхнее веко. Бровь у нас вроде на месте. Верхнее веко высветляем. Ой, белесый получился. Если белесый, берем желтый-красный опять. Так, еще тоньше беру кисточку. Где она у меня? Это у нас размер 4, плоская. И толщинку века сделаю. Сильно времени много не трачу, чтобы это было не впустую, потому что это может быть сейчас не точно. Соответственно, нет смысла заморачиваться долго, потому что вдруг это окажется вообще не там. Всегда держите это в голове. Не ставьте ожиданий, что вот вы сейчас такие раз, и все у вас там идеально попало. На финишном этапе часто приходится исправлять. И это с учетом того, что я это делаю каждый день. То есть я каждый день пишу портрет. Несколько лет подряд. Не несколько, а уже 10 лет подряд, по сути. Ну, условно, понятное дело, бывает исключения, когда я не работаю, там какие-то дни, но это только исключение. Большинство дней я пишу. Так, оранжевый какой-то, что ли, вот здесь. Я пока сильно картинку не приближаю, чтобы пока основные вещи захватить. Приближать буду позже. Этот глаз как будто смотрит ближе, кстати, у него сильно как будто ближе, но ладно, сделаем как у него. Тоненькими кистями уже. Очень приятно работать, конечно, делать копию по таким работам, по таким картинам. Не сильно много я этого делал, но это прям круто. Работать по картине такого мастера. Так, как будто чуть выше. Так, я надеюсь, вы снимаете, ребят? Да, вроде все хорошо. То бывало такое, что я либо звук не записывается, либо камера там случайно не включилась. Это очень грустно.
так происходит. Так, большое веко такое толстенное у него. Так, и у него есть просветик между, вот здесь, во-первых, само веко светлое, и потом затемняется, и просветик между веком и глазом тоже есть, и потом уже затемнение пошло. Бровь можно чуть-чуть продлить. Тут можно холодного какого-нибудь добавить, синенький немножко. Так, нижнее веко. У нас оно яркое на свету. Оно у нас смотрит всегда на свет. Поэтому оно у нас довольно яркое. Часто оно немножко с холодным оттенком таким, с фиолетоватым, с розоватым. У него оно, кстати, не особо такое. Блики чуть добавляю. Так, куда еще? Куда еще? Вот сюда еще светлее можно, и сюда тоже. Лишний цвет убираю пальчиком. Может быть, даже слишком, но пусть пока так. Ну, можно, раз уж мы так прям далеко зашли в глаза, опять же, если с учетом того, что вы это не сильно тратите на это время, вот, по сути, сколько мне сейчас ушло времени на это? Блин, наверное, минут 10, да? Это уже прилично. Но я уже ставлю ставку на то, что довольно-таки точно, конечно. И чтобы сократить время общего урока, потому что если я буду слишком долго записывать урок, просмотров от вас будет гораздо меньше. Потому что будет скучно многим. Вообще в эпоху коротких видео такие длинные видео будут досматривать только самые выносливые, самые желающие научиться. Так, вот здесь вот черный слишком далеко зашел. Ну, блики поставил, он уже заиграл. Немножко как будто там голубой с зеленцой чуть-чуть. Сейчас его и зеленцу тоже накинем вот сюда. Раз. У нас получается здесь напротив зрачка на радужке будет высвет. Туда свет попадает как раз таки. Так, вот у нас глаза вполне уже смотрят. Как будто, вот можно сейчас уже увеличить, там розовинка просвечивается рядом с бликом. Это очень прикольно, вот такие вещи наблюдать, учиться. Не, ну, по таким работам, конечно, писать одно удовольствие. Вот уже по сути здесь сейчас можно тоненькой кистью потихонечку, помаленечку все уточнять. Только тогда, когда вы уже основные пятна нашли хорошо. Тогда только это можно делать. В другом, в обратном случае не надо торопиться. Смотрите, добавляю зеленцу такую, прям с запасом немножко даже. Вообще очень кайфую просто от этих цветов. Это просто космос, не портрет. Хотя, казалось бы, вроде какой-то нарисован какой-то мужик, который выглядел не особо там каким-то прям Джеймс Бондом. Но настолько круто писать его, настолько живо его изобразил Репин, что это прям восторг. По сути, вот у меня есть такая задача писать любого, написать человека так, уметь, чтобы просто глаз от него не оторвать. То есть показать его божественную красоту через вот это вот мерцание красок. Вот уже я начинаю всякие блики чуть-чуть. Короче, уже начинаю детальки делать. Они уже менее заметные в процессе их делания, но не менее важные. Ну, нет, конечно, основа есть основа, как фундамент здания, да? Но фасады же тоже важны, чтобы они были красивые. Потому что фундамент, он будет держать дом, но любоваться все будут фасадом. И вот, по сути, сейчас мы делаем фасад. Уже тональность, как фундамент, готова. Ой, розовенький хороший какой зашел.
как будто бы похож. Тут уже важно сейчас точность красок, оттенков. Уже все становится важно до мелочей. Более красное, смотрите, беру. Там как будто чуть более бордовый. Так, еще что ли красно-оранжевого туда, может коричневого немножко, что-то вот еще надо. Прищуриваюсь, смотрю, что там у нас. Похоже, не похоже, по общим тонам. И стараюсь не циклиться долго, чтобы глаза не замыливались. То есть по делу убегать, срочно убегать отсюда. Иначе теряется контакт с реальностью, как говорится. О, хороший цвет, коричневый, такой теплый. Размазать его с розовеньким, что ли. У него тут какой-то мазок грязный, холодный. Он довольно-таки грубо сделан, но я его тоже сделаю, конечно же. Он же не просто так вот добавил. А может быть, просто не завершенно немножко оставил кусочек. Желтенький какой-то. Так. Нос сейчас как будто у меня шире, чем у него есть. Сейчас мы сделаем ноздри потемнее. И попробуем его крылышко немножко урезать. Так. Тут тоже. Может быть, здесь еще чуть-чуть. Так, возьмем-ка мы кисточку побольше. Ну, не сильно. Вот такую. Чуть на десятку. И уже побросаем пятнышек светящихся. Кисточку я протер. Палитру протер. В месте, где я буду замесы делать. И поделаю светящиеся места. Желтый, белый, красный. Вот здесь. Вот тут есть. Вот тут есть. Но на носике у нас уже есть тоже. Немножко сюда идет, но его мы смешиваем чуть-чуть. А чуть с краснинкой рядышком. Прищуриваюсь, смотрю, не выпадает ли это пятно. Пока как будто чуть-чуть выпадает, но мы его сейчас добавим еще вот таких вещей этого цвета на лоб, например. Сюда. Вот здесь не хватает вокруг темноты. Сейчас будем я эту темноту добавлять. Вот пока светлый, самые светлые места добавляю. Здесь немножко уже проигрывает цвет. Потом здесь все-таки краснинку какую-то надо. Еще, мне кажется, краснинку. Переходик. Мягенький. Вот, он потихонечку у нас начинает встраиваться в общую картинку. Вот тут пачкаю немножко и цвет вокруг бликов затемняю. Вот там какой-то даже немножко с холодинкой цвет. Типа такого. Тут, конечно же, можно будет его доводить до идеала очень долго. Но у меня сейчас задача сделать его свеженьким. То есть не вымоченным, там, не 20 часов с ним сидящим. А условно там вот за этот час-два, ну за два, наверное, получится. Сделать его очень близким. На 80%, 90%. И оставить его вам. Потому что это, по сути, будет суть, для чего я это делаю. Показать, как это можно делать. Улучшать можно будет, понятно, что бесконечно. Так, ну, я балдею уже. Не знаю, как вы. Но мне очень нравится уже. Это очень хорошо. Потому что в процессе, если вы не балдеете, практически наверняка ничего хорошего не получится. Процесс очень важен. То есть ощущение в процессе. Если вы в процессе прям вот
восторг, это неизбежно, картина будет космической, независимо от вашего навыка, потому что вы закладываете сюда в первую очередь свою энергию. И навык это уже вторично. Я вам 100% говорю. Потому что у меня сколько раз такое было, то есть навык у меня, да, но бывает, я там в процессе как-то условно не подготовился к процессу, ну, о чем-то думал, в общем, с кем-то общался негативно, что-то, ну, в общем, не был здесь, в потоке в этом. И получается, технически окей, но никому не заходит это, потому что это не живое, без энергии. И я думаю, вы наверняка видели в том же музее много картин, они технически просто супер сделано, круто, но оно никаким образом не цепляет. Кстати, красненький добавил, как красиво вообще. Причем там я такого не вижу. Но я уже, походу, начинаю от себя немножко добавлять, как я обычно делаю. Поэтому очень важно следить за состоянием в процессе. Оно как такое, как компас, вас ведет туда, куда вам нужно. Прищуриваюсь, опять смотрю, чтобы не потерять общее. Наверное, я сейчас, буду это все заканчивать, чтобы у нас сильно долгое видео не получилось. Я уже обалдею. Так, ухо вообще пока не тронул, но оно у нас хорошее. По сути, нам сделать нужно только тень здесь. Ну и достаточно, наверное. Очень хорошо. Вот я сейчас вот эти вот синенькие, зелененькие, это просто восторг. Ну, в плане они на портрете, у него в оригинале есть. Чем мне нравится портрет. Очень живой такой прям. Так, что мне нужно еще такого подправить важного? Сейчас посмотрим. Вот у нас плечи, наверное, еще можно поднять. У него оно прям до уха доходит практически. Не плечо, а вот этот вот воротник. То есть примерно вот чуть ли не до сюда. Наверное, как-то так. И вот тут, ну, короче, главное по высоте мы подняли. А это уже не сильно прям важно. И здесь вот плечо, наверное, так и будет. Еще сейчас сочнее его все закинут, этот цвет. Так. Первый этап сейчас сделал, когда не чувствовал вот этой вот радости в процессе, потому что мозг работает и не дает насладиться процессом. Сейчас, несмотря на болтовню мою, мозг начал потихоньку отключаться. И уже, возможно, что-то менее связанное говорю, но зато я начинаю чувствовать радость. Да, я 100% сейчас, может быть, по деталькам допишу уже без камеры, потому что в целом я вам основу главное показал. А вот чтобы найти еще более там сочно всякие цвета, оттеночки, я буду уже втихую это все дорабатывать. Сейчас у нас с вами выходит примерно. Я его, понятно, сейчас пообрезаю какие-то моменты, которые не так важны, но основа сохранится, конечно. Этот розовый, он так настолько здесь в тему, просто вообще супер. Так, эта картина будет в продаже. Если кому-то захочется купить, пишите мне тоже так же в личку. Она мне очень нравится уже. Сейчас с бородой еще поработаем. Может быть, чуть с волосами. Вот кусками краску накидаем, типа вот так вот. Прям вот раз, раз. То есть, чтобы на объемчик какой-то еще фактура появилась. Кисточку кручу в процессе накидывания вот этой краски, чтобы она давала какие-то спецэффекты такие необычные. Ломаю вот эту форму. Ой, мне очень нравится. Это очень хороший признак. Так, я надеюсь, вы снимаете, друзья. Так, а вот тут у нас еще надо пока поточнее, посочнее добавить, смазать немножко границу. И вот эти вот у него кудряшки немножко еще добавить. Так, немножко вот здесь вот какая-то штука, то ли ворот, то ли что. В бороду, тоже добавим еще кусков краски черных. Прям вот, ну, как они пойдут, видите, так вот накидал, оставил. Вся фишка вот именно в этих вот
в этом беспорядке. Немножко можно дать вот сюда еще точнее. Но светлым слишком дал. Светлым здесь светлее не может быть, чем здесь, поэтому обязательно нужно вот это вот все следить. Так, ну давайте еще вот этот вот его халат немножко обдадим формой и цветом. Зеленцу, красивый цвет намешал, уже более плотненько залил. Потом, ну, с этой стороны тоже сейчас зальем. Вот здесь вот как будто ниже немножко должно быть плечо, и вот туда уходит. Там темнее, оно как будто вот с таким коричневым. И вот это вот убираем лишнее. Можно вот этим фоновым цветом немножко в волосы залезть, чтобы сделать более такую воздушную у него границу с волосами. Вот это тоже. То есть, чтобы не было четкости никакой. Вот этот вот халат нужно где-то тоже смазать немножко. Вот здесь вот у нас волосы идут на халат. Точнее, уже борода пошла. Ее можно тоже немножко добавить сюда. Да, кстати, она тут есть. Так, ну, давайте еще чуть-чуть рот уточним. Он все-таки у нас еще пока вообще не работанный, не отработанный. Светлее делаем губу, с оранжевым тем больше. Здесь немножко у нас цвет, чуть-чуть кожи видно. И самое такое заметное сейчас будет это дать вот эту вот темноту. Да, по таким работам делать, я, наверное, буду еще такие делать. Это прям круто. Так. Ну что? Давайте зеленый такой яркий вот сюда вот так дадим. Правда, он уже там есть. Какой-то белесый есть еще вот такой. Типа сиденький. Желтенький. Вот эта вот белесость у него типа седая. Есть везде вот здесь. Если приглядеться, у него борода написана еще более быстро, чем я сделал. То есть он просто, у него там просветы есть, даже просто этого имприматура первого слоя. То есть, скорее всего, покрасил его в такой охристый золотистый цвет. Хотя где-то просвет как будто и белый есть. Нет, наверное, у него не было имприматуры. Все-таки там первый слой вот этот желтый загнал. Вот, чтобы не были одинаковые эти линии, я немножко их разбиваю. Оранжево-коричневым. Я закидываю сюда. Красненького, конечно же. Вот он сейчас немножко, вот эта борода выбилась как бы из общей массы, потому что довольно она четкая. Я ее, чтобы она была более... Так, вот там еще немножко тени добавились. Здесь тоже можно. Вот, я эту всю четкость просто немножко растушевываю, чтобы она была цельная. Немножко. Ну, вполне. Рубашку бомбу делать не будем. Собственно, давно я все собирался его написать, но что-то откладывал. А все-таки не надо никогда откладывать. Насколько это в удовольствие мне делать сейчас. Так, ну там есть рубашки узор. Я вообще это все не люблю, но на самом деле и Репин это тоже не любил, судя по тому, как он это делал. Он делал вот так, смотрите.
Вот так. Раз, два, три, как там говорится. Хлопа, два прихлопа, я не знаю, ну, короче. Он это делал вот типа вот такого, скорее всего. То есть за пару минут сделал намек на узор. В этом мне вот и нравится его картина. У него одежда обычно написана прям вот, ну вот, не задумываясь особо. Набросал. Так, розовый, светлый. Надо еще добавить красивый. Чтобы еще и был намек на объем одежды. Я надеюсь, этим видео я вас вдохновил на живопись. Потому что живопись — это просто космическое занятие. Причем, неважно на каком бы уровне написания, если вы пишете вот так вот через пятна, вы просто... Разница в том, ну понятно, что рука поначалу не так слушается хорошо, но разница основная в том, что человек, который только начинает, он не так много видит оттенков, тональностей, не так тонко их видит. Соответственно, ему сложнее попасть настолько точно, насколько есть в картине, сделать настолько реалистично. Но нисколько, я вас уверяю, не падает от этого радость от процесса, даже если вы пишете более упрощенными пятнами, как вот у меня, по сути, там 10 лет назад я писал просто более упрощенно, то есть цвета были не такие сложные, они были там более красные, более зеленые, более понятные. Но радость от процесса все равно есть такая же. И прелесть в том, что вы получаете радость уже сейчас, а навык растет постепенно, дополнительный бонус. То есть с каждым разом получается получше, получше, получше. Не говорю, что это получится, в смысле, там, знаете, взяли и за месяц вы стали супер профи. Хотя за месяц можно очень вырасти, если тратить на это много времени. В общем, все имеет свою цену в виде времени. И если вас это так зажигает, как меня, будьте уверены, что вы тоже так же можете делать это играючи с удовольствием. Знаете, свет накинул, как хорошо. И постепенно будет получаться все лучше и лучше. Но не верьте в эти таблетки, которые типа существуют, которые выпил, как какой-нибудь там курс посмотрел и все понял и начал делать. Все через практику. Собственно, поэтому я открыл историю с наставничеством, потому что я понял, что курс многим, он посмотрели и забыли, и все, дальше ничего нет. Нету никакого дальше движения, нету мотивации. В этом плане наставничество и удобно в том, что я постоянно там могу писать, спрашивать, ну что, как, давай вот это сделаем, давай то сделаем, как некий такой мотиватор тоже, чтобы двигаться дальше. Своим примером также показывать, что вот смотри, вот так можно, это вообще класс. Так, все. Оставляю. По деталькам, может, что-то еще подведу, но база есть. Все, спасибо за просмотр. Удачи вам и творческих успехов.